Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья, и я алкоголик. Нет, шучу. Меня зовут Наталья, это правда, и у меня мышечная дистрофия. Для начала я бы хотела рассказать, чему будет посвящен этот канал, что буду я выкладывать, какие видео, и в конце расскажу о себе поподробнее. Первая причина, по которой я захотела выкладывать видео, это желание высказаться. Я поняла, что мне, наверное, не хватает общения, что мне есть что говорить, и захотелось вещать на широкие массы. Вот. Вторая причина – это осведомленность. Осведомленность о моем заболевании мышечной дистрофии Ландузи-Дежерина. Очень мало людей знает, что такое мышечная дистрофия, и еще меньше людей знает конкретно мою форму Ландузи-Дежерина, или еще она называется лица, плечи, лопаточная мышечная дистрофия. Возможно, кто-то у себя обнаружит признаки мышечной дистрофии, конечно, не дай бог. Возможно, кто-то просто будет смотреть, может быть, будет интересно. Я, например, по себе заметила в последнее время, что мне интересно смотреть влоги. Ну и подумала, почему бы и не снимать тоже, может быть, кому-то тоже будет интересно смотреть мои видео. Третья причина – это мотивация. Я хочу показать, что с этой болезнью можно жить, нужно жить, можно любить жизнь, можно любить себя и окружающую нас обстановку, окружающий нас мир. И четвертая причина очень странная. В последнее время я заметила, что стало очень много лениться, что запустила себя, запустила квартиру, везде бардак, там, знаете, ноги не бритые, голова не мытая и так далее. И я надеюсь, что то, что я буду снимать видео, это будет меня подстегивать, держать и себя, и дом в чистоте и в порядке. Итак, что же я планирую выкладывать на своем канале, какие видео вас ждут? В первую очередь это будут влоги в основном. Я буду рассказывать о своей жизни, о том, как проходят мои будни, выходные, о том, как я живу со своей болезнью, о том, как я справляюсь с ней и так далее. Также буду выкладывать рецепты, возможно, какие-то лайфхаки по дому, какие-то покупочки, приобретения. Может быть, будет немного вязания, но для этого у меня есть другой канал. Вот, по ходу дела, в общем, разберемся. Также это будет обязательно видео с путешествиями, правда, их пока всего 2, и оба они были в Турции. Первое видео было 2 года назад, и я тогда не планировала выкладывать его на какой-либо канал, поэтому снимала только вертикально. Вот. А второе видео с этого года, там я уже подготовилась, купила селфи-палку, микрофон, снимала видео горизонтально, так что качество будет уже получше. И эти видео я хочу выложить для тех, кто планирует путешествовать на коляске. Я и в позапрошлом году, и в этом ездила на коляске, потому что на дальние расстояния я не могу ходить пешком долго. Вот, поэтому коляска – мое все. И дальше, возможно, будут какие-то рассказы, если будут запросы, то есть, например, о том, как проходили мои роды, о том, как я делала лазерную коррекцию зрения и так далее и тому подобное. Обязательно пишите в комментариях, какие темы вас интересуют. Если что-то интересно, возможно, я сниму отдельное видео, либо сделаю какое-то видео с ответами на вопросы. И давайте теперь знакомиться. Как я сказала уже, меня зовут Наталья, мне 37 лет. Я живу в городе Оренбурге, у меня есть муж, дочь. В 2018 году я получила инвалидность по своему заболеванию и уволилась с работы, больше не работаю. Мы с мужем решили, что от меня будет больше пользы дома, то есть я буду готовить чаще и вкуснее, я буду содержать дом в чистоте и так далее. Но вот за 5 лет пришли к тому, что у меня уже даже не работая
кончаются силы. Работала я в начале своей карьеры продавцом. И с 2008 года я работала, с 2008 по 2018 я работала оператором ИВМ. Все время за компьютером, сидячая работа. И к моменту получения инвалидности к 2018 году у меня уже отнимались ноги, очень сильно постоянно болела спина, постоянно болела голова, начались мигрени. Вот, и поэтому решил уволиться, потому что зарплата и пенсия были одинаковые. То есть и подумали, ну зачем я буду убиваться за те же копейки на работе, когда я, сидя дома, буду получать те же деньги. Вот, первое время я занималась вязанием, очень так усиленно, старалась его продвигать, заводила Инстаграм, профили, заводила YouTube канал, чтобы все это продвигать, чтобы продавать. Вот. Но сколько бы я ни начинала, у меня это не пошло. Наверное, нет какой-то коммерческой жилки или каких-то знаний, не знаю, или усердия у меня нет. Вязала я хорошо, качественно, но задешево продавать я это не планировала. Я бы не сказала, что у меня прям заоблачный ценник был, но в основном никто не хотел ничего покупать. Я даже пару раз на ярмарке ездила со своими товарами. Все ходят, восхищаются. Ах, как красиво, ах, как прекрасно. И все на этом, и проходят мимо. Вот, вязала детские вещи, потом меня как-то перекинуло на сумки, я вязала сумки. Некоторые даже до сих пор дома остались, может быть, тоже как-нибудь покажу. Ну и все. И потом я поняла, что я не хочу вязать по размерам какие-то вещи. То есть мне трудно в размер попасть, честно признаюсь. Вот. И даже на дочь, допустим, я пальто вязала и перевязывала его 6 раз, чтобы вот, опять-таки, при моем перфекционизме, чтобы оно сидело идеально. Вот. Но пальто получилось отличное. Ну, вот, собственно, и все, если очень коротко, да. Сейчас я, ну, можно сказать, не занимаюсь ничем, то есть вязание я почти забросила, прям очень-очень редко стала вязать. Если, допустим, мужу нужна шапка, я могу ее сесть, там, связать за несколько дней. Кто-то за пару часов вяжет, да, я сижу несколько дней. Себе могу вещи связать какие-то, дочери что-то небольшое, необъемное. И все, собственно. Больше я ничем не занимаюсь. Последнее время мои дни проходят так. То есть я проснулась, я позавтракала и включаю видео на ютубе, смотрю новости, смотрю абсолютно рандомные видео. То есть это может быть и видео о том, как мошенники обманывают людей, это может быть что-то по вязанию, это может быть что-то по съемке видео, это может быть видео про котиков, какие-то приколы, в общем, все что угодно, то, что меня заинтересует. И когда смотрю видео, параллельно играю в игры на телефоне. Все. Мои будни проходят в основном лежа на кровати. Раньше я постоянно что-то делала, я постоянно мыла, готовила, что-то вот, ну, постоянно ходила, постоянно у меня какая-то физическая активность была, а сейчас получается, что я стала очень много лежать. И, соответственно, мое состояние ухудшается, вот, и мне нужно больше двигаться. После приезда вот в этом году с Турции я решила, что все-таки мне нужно больше ходить. Там я поняла, что мои возможности почти безграничны, да, ну, условно говоря. Вот, и что я могу пройти больше шагов, чем я думала об этом. Также я там на себя посмотрела на видео. Мне ужасно не понравились некоторые вещи, которые я хочу корректировать. То есть там... Ладно, что уж скрывать. Второй подбородок.
Также я четко поняла, что мне нужно худеть, но я как бы это и знала всегда, и старалась похудеть уже с 2020 года. Я все худею, скинула сначала 15 килограмм, потом набрала еще 5, и в этом весе держусь уже вот года 2, наверное. Вот, и хочу делиться с вами своими успехами, своими неудачами. И хочу делать это максимально честно. То есть не как в Инстаграме, вот эти все красивые обложки, все эти масочки, все эти фильтры. Нет, хочу показать жизнь без фильтров, какая она есть, и максимально честно. Вот. Если вам интересно, если откликается, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выпуске нового видео. Как часто я буду выкладывать видео, пока не знаю. Надеюсь, хотя бы раз в неделю, но там как пойдет. Вот. Обязательно пишите комментарии, что понравилось, что не понравилось. Конструктивная критика принимается, но только конструктивная. И, конечно же, ставьте лайки. Огромное спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока. В первую очередь это будут влоги о моей жизни, о том, как я живу. Также буду выкладывать рецепты, хуйню всякую, ну и, короче, увидите. Меня зовут Наталья, и у меня мышечная дистрофия. Так весело об этом рассказывать и так далее и тому подобное. Давайте для начала расскажу, что ждет вас в этом видео, и начнем. Не очень здорового и мотивируется таким образом. Ну, хватит акать. Ну и посмотрим. Наташ!